Всем привет, меня зовут Женя, и это мое первое видео на канале YouTube. И здесь я буду делиться своей философией фэшн-иллюстрации, своими техниками, материалами, своими личными методиками. И буду рассказывать о своей личной жизни. Сегодня я буду рассказывать о материалах, которые я использую в своих фэшн-иллюстрациях, а именно о пастели. Вы просили рассказать, какую пастель я использую, мой отзыв о тех материалах, которые я считаю лучшими, и тех материалов, которые не совсем подходят для создания иллюстраций. Начнем мы с вами с клеровской пастели, вот с такого набора. Это набор масляной пастели. Я использую его в своих работах крайне редко. Но все-таки по качеству эта пастель очень хорошая. И, конечно, я ее тоже советую иметь в своем арсенале, если вы увлекаетесь масляной живописью, и масляная пастель вам точно придется по душе. Упакована эта пастель очень прикольно. Она в такой твердой очень упаковке, в твердой коробке. Ее очень удобно хранить в каких-то тумбочках, тумбочках, упаковывать ее и просто даже не беспокойтесь, в каком состоянии она находится. Здесь представлен набор из 48 цветов. Это вообще, в принципе, самая для меня нормальная палитра, да, я всегда беру там 48 цветов, потому что, на мой взгляд, это самый удобный формат для создания иллюстраций. Здесь представлены разнообразные оттенки, и несмотря на то, что они вот такие яркие, сочные, да, когда они ложатся на бумагу, на цветной картон, они, конечно, не дают такого классного эффекта, когда они выглядят в таком исходном варианте. Поэтому эту пастель я купила ее с утра в Москве в передвижнике. Я мечтала об этой пастели, но, к сожалению, попробовав ее, я поняла, что все-таки экстра сухой пастелью мне нравится пользоваться гораздо больше. Следующая пастель, которую я очень люблю, это пастель Faber-Castell. Я использую ее в своих работах часто. Она тоже достаточно хорошо упакована, и ее удобно хранить. Она представлена вот в такой палитре. Здесь также достаточно материалов для того, здесь тоже, кстати, 48 цветов, и достаточно разнообразных оттенков для создания красивых, ярких иллюстраций. Почему мне нравится эта пастель? Потому что при наложении ее на картон, с вами посмотрим позже, она дает сочные оттенки, сочные эффекты, и мне это очень не нравится. Но моим фаворитом среди пастелей является кахеноровская пастель. Но прежде чем к ней мы перейдем, я еще скажу пару слов о пастели, которую я покупаю поштучно. Я не помню название марки пастели, которая вот этой пастели, да, я ее тоже использую не часто в своих работах. Но в этой пастели, я почему купила эту пастель, потому что здесь есть вот такие мелки ядерного цвета, и когда я ее покупала, я думала, что при наложении также на картон она даст такой же вот сочный эффект, но этого не произошло. Вот, поэтому эту пастель я также использую просто для того, чтобы подчеркивать блики на коже или одежде. То есть они такие получаются светлые достаточно, и на темном картоне дают очень хороший эффект. И переходим к моему фавориту, это кахеноровская пастель. Здесь у меня представлено 3 набора. Вот у меня есть вот такой набор, это черно-белые оттенки пастели. Он выглядит вот таким образом. Конечно, цвета вот эти промежуточные, да, навряд ли вы будете часто использовать. Но плюс этой пастели в том, что здесь есть вот этот белый оттенок и вот этот черный оттенок. Это самые ходовые, на мой взгляд, оттенки. А из этих промежуточных материалов можно создавать красивые черно-белые пастельные иллюстрации. Я, к сожалению, еще не пробовала вот именно в монохромной гамме создавать иллюстрации, но я думаю, что чтобы использовать эту пастель, я обязательно сделаю такую иллюстрацию. Также перед тем, как купить большой набор пастелей кахеноровский, я сначала протестировала вот такой небольшой набор. Здесь у нас 12 цветов. И, как всегда, мои ходовые цвета это белый и черный. И попробовав этот набор, я поняла, что эта пастель мне очень подходит, она мне очень нравится, она очень хорошо ложится на бумагу, она дает яркие сочные оттенки. И поэтому я приобрела вот такой большой набор. Он у меня уже открыт. Вот. Здесь представлены тоже 48 цветов.
Этой пастелью я обожаю пользоваться. У меня расход пастели очень маленький идет, потому что я прорабатываю детали на лицо и не прорабатываю практически остальной фон, там несколько буквально линий, поэтому, естественно, у меня расход пастели небольшой. Я думаю, что мне хватит еще ее на года 2. Вот. Но эта пастель является моим фаворитом, и она одна из моих любимых. Также у меня есть вот такой набор пастели. Это не Faber-Castellская пастель, это коробочка от карандашей, которую я использовала для того, чтобы хранить остатки пастельных мелков, которые я уже использовала, но которые поломались по каким-либо причинам. И еще отдельно хочу сказать о том, что у вас в арсенале, если вы работаете, создаете иллюстрацию пастелью, у вас в арсенале всегда должны быть пастельные карандаши. Я очень часто их использую в своих работах. У меня Faber-Castellские пастельные карандаши различных оттенков. Для чего они нужны? Для того, чтобы прорабатывать какие-то мелкие детали лица, губы, глаза особенно. Вот я очень люблю рисовать глаза, и для меня очень важно, чтобы они были хорошо детально проработаны. И поэтому я использую в своих работах также пастельные карандаши. Вам не обязательно покупать все оттенки пастельных карандашей, достаточно будет иметь светлые оттенки и несколько оттенков серый и черный. Вот для начала, для старта эти карандаши вам будут нужны. Черный для того, чтобы показывать какие-то оттенки, темные места, а светлый для того, чтобы подчеркивать блики и светлые оттенки на коже лица. Ну и давайте посмотрим, как вся эта пастель ложится на бумагу. Здесь я уже заготовила цветной картон. Это розовый цветной картон. Я его покупаю, он обычно бывает А2 формата. И вы можете его купить в любом канцелярском магазине. И обычно все свои работы я рисую именно на нем. И вот я сделала вот здесь вот такие надписи. Это марка пастели, и мы с вами попробуем потестировать разную пастель, чтобы вы смогли увидеть, какой эффект она дает. Первое, мы начнем с масляной пастели. Я выбрала вот такой желтый оттенок. Вы можете видеть, что он читается, да, но он не такой яркий, да, как мы видим оригинал самой пастели, да, и как она ложится на... В принципе, белый цвет читается довольно хорошо, но сейчас мы сравним, как выглядит это будет с сухой пастелью, с экстра сухой пастелью. Видно хорошо на видео или нет, но белый цвет экстра пастели, она ложится, во-первых, плотнее, да, и она выглядит намного ярче. Вот, видите, за что я люблю экстра сухую пастель, за то, что она дает плотные, яркие оттенки. Видите, что кохеноровская, она экстра мягкая, она еще дает еще более плотный оттенок, чем Faber-Castellская пастель. В принципе, можно посмотреть, что у Кохеноровская и Faber-Castellская пастель, они, в принципе, обе хороши, просто Кохеноровская пастель за счет того, что у нее мелки побольше, она дает линию потолще и чуть-чуть по насыщенности, ну, сконцентрированная, более такая, видите, ну, видно, что плотно, более плотно ложится. И давайте попробуем другие мелки. Давайте сделаем такой желтый. Ну, она за счет того, что она вот таким у нее квадратиком сделана, она, конечно, дает более тонкую линию, но и по цвету видно, что она, конечно, не такая насыщенная, как Кохеноровская. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, если вы хотите больше видеть видео о моих фэшн-иллюстрациях, ставьте лайк внизу под видео. И до следующего видео, оно будет через неделю в понедельник.